Look at that. How do you like that? That was pretty quick, wasn't it? Anyway, we're back in Instagram. Very good. And let's just chant for another couple of minutes, and then we'll start Nectar of Instruction. Just 2 minutes, more japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. What on earth has happened? Okay, there we are. All right. Okay, devotees, here we go. Nectar of Instruction. So, Mahaprabhu Kripa, Prabhu is going to do translation like last night. There he is. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah. Hare Krishna, дорогие преданные. Okay, first of all, repeat after me. Пожалуйста, повторяйте за мной. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Let me just change the angle slightly. Okay, aha, all right. Okay, first of all, some announcements. В первую очередь, несколько объявлений мы должны сделать, несколько очень важных объявлений. Первое объявление. Для русскоговорящей аудитории, которые следят за трансляциями на Фейсбуке. И сейчас вы здесь на Facebook Live. Русский перевод не будет. Но русский перевод будет в Инстаграме. И поэтому, пожалуйста, это мой совет. Это как очевидно. Если вы не понимаете английский язык, пожалуйста, вы можете смотреть на Инстаграме. В Инстаграме. Okay. Excuse us. So, yeah. Now, Facebook Live is going to be in English. Трансляция на Facebook Live идет на английском языке. There'll be the translation into Russian. А перевод на русский язык осуществляется в Инстаграме. И мы надеемся, что английская речь в Инстаграме не перебивает русскую речь, что вы сможете слушать русскую речь должным образом. Второй момент, очень важный момент. Завтра
по крайней мере, в Южной Африке, не знаю, как в России, но в Южной Африке мы празднуем День явления Господа Рамы, Рама Навами. По причине вируса, по крайней мере, в Южной Африке, мы не можем провести большой фестиваль, как мы проводим такие фестивали обычно. Но вот что мы будем делать? Мы будем читать джапу завтра утром. Примерно с 5 утра до 6 утра. Затем в 6 утра мы прочитаем лекцию по случаю Дня явления Господа Рамы. Это особый день, поэтому завтра будем говорить о Господе Раме. Завтра четверг. Here's another couple of important points. И вот еще несколько очень важных моментов. You're going to have to remind me. What were the other points? The other points were to ask the devotees and tell them some rules and regulations about the behavior while they're online, and of course questions and answers. Okay, got it. Right, so normally, of course, when we have classes, there's time for questions at the end, of course. Обычно, когда мы читаем лекции, конечно же, в конце отводится время для вопросов, и некоторые преданные попросили предоставить возможность задавать вопросы в режиме онлайн. Мы предоставим такую возможность преданным, и вот таким образом мы проведем эти сессии вопросов-ответов будут проходить по завершении обсуждения каждого стиха. То есть нужно будет задавать вопросы по теме первого стиха, который, возможно, мы закончим обсуждать сегодня вечером. И если мы будем в состоянии завершить обсуждение первого стиха сегодня вечером, мы можем перейти к вопросам. Но если вдруг мы не сможем этого сделать, тогда это будет переноситься на следующую сессию. И каким же образом вы сможете задать свои актуальные важные вопросы? Если вы смотрите трансляции по Facebook Live, то тогда вы можете задать свой актуальный важный вопрос в комментариях под трансляцией, где обычно множество различных комментариев всегда появляется. И мы хотим попросить Примагни Дэви Даси, она сейчас онлайн, очень хорошо. Итак, преданные, вы пишите свои вопросы в комментариях трансляции. Можете писать по-английски, по-русски. Примагни будет собирать ваши вопросы с Facebook Live, начиная с этого момента. Она начинает собирать ваши вопросы. А затем она перешлет их Махапрабху Крипе, Дасу, а он перескажет их мне. За Инстаграм у нас отвечает Кирти Кумари Радхи. Она займется тем же самым. Если вы следите за нами по Инстаграму, то тогда вы можете задать свои вопросы здесь, в комментариях, которые обычно вылетают здесь в экране. Кирти Кумари Радхи соберет все вопросы и поступит аналогичным образом, как и Примагни. Yes, Guru Maharaj, that's right. And. Here's a little general point. И один общий важный момент. Иногда в Инстаграме я вижу сообщения, и среди них попадаются запросы на подключение ко мне.
онлайн, прямо как сейчас Махапрабху Крипа Дас подключился ко мне, и я должен буду делить экран с теми, кто отправляет мне подобный запрос. Сейчас я не слышу его перевод по-русски, потому что наушники подключены к телефону. В противном случае я бы слышал его перевод. И на протяжении последних дней, нескольких дней, многие преданные отправляли мне запросы на участие в онлайн-трансляции в Инстаграме, в нашем прямом эфире. Пожалуйста, не отправляйте эти запросы. Это непрактично. Это непрактично. Если у вас есть вопросы, как мы уже сказали, вы можете адресовать их Кирти Кумари, Радхи, в личных сообщениях, либо прямо здесь в комментариях. Она будет отслеживать и записывать все ваши вопросы. И когда мы будем подходить к завершению обсуждения того или иного стиха, к примеру, сегодня, возможно, вам удастся завершить обсуждение первого стиха, то завтра следующая трансляция начнется с ответов на вопросы, которые вы можете начинать задавать уже, начиная прямо с этого момента. И только после того, как мы ответим на все вопросы, мы приступим к обсуждению стиха номер 2. И я надеюсь, вам все понятно. Это должно быть понятно. Хорошо. Хорошо, отлично, продолжаем. Преданные, не спрашивайте, где, как, кто проводит карантин. Вопросы задаются по существу. Как погода, как здоровье. Задавать не нужно вопросы. Вопросы задаются по семинару, по теме. Прочтем еще раз стих. Vachavegam manasakroda vegam, jiva vegam udarapasta vegam, etan vegan yo vishaheta dira, sarvamapimam pritivim sashishyat. A sober person who can уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и сдерживать гнев и укращать побуждение языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников по всему миру. Это текст номер 1. Несколько моментов мы упомянули вчера относительно этого стиха. Детально сегодня мы не будем погружаться в те моменты, которые мы обсудили вчера уже. Don't worry at this stage of your Krishna consciousness about becoming a guru. Но момент важный, который хотелось бы напомнить, пожалуйста, не думайте, находясь на своем начальном уровне сознания Кришны, что вам непременно нужно стать гуру, достичь этого уровня. Это будет отвлекать вас с пути прогресса в сознании Кришны. Но постарайтесь сделать акцент на том, чтобы достичь способности контролировать свою речь, ум. Вот об этом действительно нужно беспокоиться. Потому что если вы не будете в состоянии контролировать свою речь и так далее, то тогда ваш ум, ваша речь, гениталии и так далее, если все позывы перечисленных этих вещей оказывают на вас слишком сильное влияние, при этом вы стараетесь сознавать Кришну, то тогда, я думаю, всем нам очень четко понятно, что могут возникнуть серьезные проблемы и возникнут. Поэтому на нашем уровне нужно думать о том, каким образом достигнуть стабильности, нишки в сознании Кришны при помощи контроля этих вещей. Не через посредство совершения праяшчиты или искупления, о чем говорит Шукадева Госвами в 6-й песне Шримад Бхагаватам. Мы упоминали об этом
вчера вечером, но через прогресс в сознании Кришны. Если мы совершаем прогресс в сознании Кришны, то все эти позывы мы можем контролировать. И ум, по поводу ума, на самом деле, мы будем подробнее говорить далее. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, ум может быть твоим лучшим другом, либо худшим врагом. Да, поэтому... Если мы погружаемся в сознание Кришны, и мы также упоминали об этом вчера вечером, каким образом Шукадева Госвами объясняет этот момент, он приводит пример истории Джамилы. В этой истории делается акцент на воспевании святого имени. И если мы погружаемся в сознание Кришны, погружаемся в воспевание святого имени, то мы используем самый лучший метод для того, чтобы взять под контроль речь и все остальное. В комментарии к этому тексту, в целом, если говорить о самой идее искупления, то в комментарии Шрила Прабхупада говорит, как в христианстве, по крайней мере, в католической традиции, я не знаю, как дела обстоят в России, в православной церкви, однозначно этого нет в протестанстве, но да, есть различия межконфессиональные. И в католичестве каждую неделю, может быть, в воскресенье, ты идешь в церковь, и ты можешь обратиться к священнику, который находится за шторкой, и исповедаться, и сказать ему: я употреблял алкоголь, я занимался незаконными вещами, я совершал грехи, я обманывал, и так далее, и тому подобное. Можно исповедаться. Вот что я сделал, такое греховное деяние я совершил. И человек, который находится за шторкой, он говорит вам: хорошо, вот что ты должен делать теперь. К примеру, он может предложить вам прочитать 100 раз молитву Святой Деве Марии. Можешь поститься в течение дня, ты можешь раздать милостыню кому-то. И если ты следуешь его совету, то тогда подразумевается, что все последствия греховных деяний, в которых вы исповедуетесь, должны будут быть нейтрализованы. По крайней мере, так дела обстоят в католичестве. Не знаю, как обстоят дела в православии, но в католичестве. И еще одна интересная небольшая история в этой связи. Вы знаете, что Италия — это очень католическая страна. Живет там один преданный, пожилой преданный, итальянский преданный, который раньше был католическим священником, и он жил в деревне. Он жил в деревне, на протяжении 10-15 лет. И поэтому у него не заняло слишком много времени, чтобы повстречаться со всеми жителями этой деревни, познакомиться с ними близко, с их детьми. И каждое воскресенье к нему приходили на исповедь. И поскольку он знал лично всех и каждого, когда люди приходили исповедаться, он знал, кто исповедуется, несмотря на то, что человек находится за шторкой, и ты его не видишь и не знаешь, кто там находится. Но священник знал, наш преданный, кто был священником, знал, по голосу мог узнать, кто сидел за шторкой, и он понимал: ага, это вот этот, а это вот тот. Он стал преданным. И он сказал: почему я стал преданным? Одна из важнейших причин была такова. Он заметил, что те же самые люди приходили каждую неделю и исповедались в совершении все тех же самых поступков.
Неделя за неделей, за неделей. Может быть, потом они пропускали одну неделю, затем через пару недель они снова приходили каждое воскресенье. И таким образом он понял, что исповедь не работает. Он понял, что это не работает. И он преисполнился решимости. И понимание, что этот процесс не работает. И поэтому он преисполнился решимости получить общение преданных, и таким образом он стал сам преданным. Конечно, есть преданные, которые прикладывают много усилий для того, чтобы взять под контроль ум, речь и так далее. Но в большинстве случаев у преданных получается действительно взять под контроль ум, речь и так далее, и таким образом контролировать свои побуждения. Другими словами, сознание Кришны, принципы сознания Кришны работают. Да, это имеет место быть в христианстве. Даже, вы знаете, в некоторых христианских традициях существуют процессы искупления, при исполнении которых необходимо заниматься самоистязанием физически. То есть необходимо наносить порезы своему телу, или нужно попросить кого-то, чтобы он хлестал тебя плетью. И в тот момент, когда это происходит, необходимо говорить: да, я такой грешник, на тебе. Вот такое искупление. Ну, в христианском понимании, такое искупление. Даже в школе, когда я был ребенком и ходил в школу, если мы делали что-то не так, то часто нас заставляли 100 раз писать: «Я не буду проказничать». Таково искупление в этом смысле. И, конечно, в индуизме тоже есть свои особенности. Тоже имеет место быть искупление в большом количестве. Сегодня я просматривал, сегодня днем я смотрел, я читал Гаруда Пураны, и я не могу сказать, что я мог бы порекомендовать к прочтению кому-либо, потому что это весьма тяжелое произведение, в котором описываются некоторые виды искуплений. Итак, вот искупление для убийцы Брамана. Убийца Брамана должен жить на очень строгой диете, и должен принимать лишь небольшое количество пищи, которое необходимо лишь только для выживания. И в течение 10 лет он должен носить череп, человеческий череп на своей голове, не иметь постоянного места проживания, и все вокруг должны будут видеть и понимать, что он сделал. И он не должен заботиться о своем внешнем виде, он не должен бриться, он не должен стричь волосы. И регулярно проводить огненное жертвоприношение полубогу Сканде. Так утверждает Гаруда Пурана. Это искупление. Попытка нейтрализовать последствия греховной деятельности, совершения какого-либо благочестивого поступка. До какой-то степени в нектаре преданности есть описание
до какой-то степени можно было бы сказать тоже искупление. Там говорится, если умирает член семьи, и если вы являетесь членом браманической семьи, то вам запрещается посещать храм на протяжении недели. Если вы член семьи кшатриев, то вы не посещаете храм в течение 2 недель. Поэтому до какой-то степени можно привести в пример такой вид искупления также. Итак, продолжаем дальше. So now if you downloaded если вы загрузили PDF файл, в формате PDF, который я выгрузил еще вчера на своей странице, этот файл с krishna.com, это 100% законный файл. Если вы загрузили его, то посмотрим, что там в этом файле. It's at the bottom of page 3, and it's going on over. В самой нижней части страницы номер 3 и еще даже на. If you've got a nectar of devotion with you, the paragraph begins. Real atonement involves coming to real knowledge. Если у вас есть книга под рукой, то параграф начинается со слов искупления. Page of the purport, maybe it's just in your version, just over the page, on the second page of the purport. In other words, it's the 3rd paragraph. Да, это третий параграф. Real atonement involves coming to real knowledge. And for this there's a standard process. When one follows a regulated hygienic process, he does not fall sick. A human being is meant to be trained according to certain principles to revive his original knowledge. Such a methodical life is described as tapasya. One can be gradually elevated to the standard of real knowledge or Krishna consciousness by practicing austerity and celibacy, brahmacharya, by controlling the mind, by controlling the senses, by giving up one's possessions in charity, by being avowedly truthful, by keeping clean, and by practicing yoga asanas. Aha. So Prabhupada says that. Прабхупада говорит это. And it sounds a little unusual, doesn't it? И звучит немного странно, не правда ли? Like pure devotional service, just звучит не совсем как определение чистого преданного служения в привычном смысле, практика йога-асан. Anyway, in Shastra, these things may help, can help. But then так или иначе, goes мы можем взять эту информацию из шастров, которые могут, но затем Прабхупада говорит, однако, если кому-то повезет в жизни встретить чистого преданного и получить его общение, он сможет с легкостью выполнять все необходимые техники и следовать в йоге и контролировать ум, просто благодаря тому, что он будет следовать принципам сознания Кришны, отказа от незаконного секса, употребления пищи, мяса, рыбы, яйца, незаконных, денежных просто выполняет служение под руководством учителя. Такие процессы рекомендованы самим Шрилой Рупой Госвами. Поэтому нет просто четкой рекомендации, что мы должны просто быть аскетами, контролировать ум и чувства и исследовать целибату, быть правдивыми, быть чистыми и заниматься йогой как процесс. Но на самом деле мы должны следовать процессу сознания Кришны. И тогда мы автоматически можем обрести все необходимые
требования, о которых идет речь в обсуждении ранее, когда идет речь об аштанга-йоге. Основа общение общества чистого преданного и направление руководства чистого преданного поможет естественным образом и простым образом преодолеть практикующему преданному эти три позыва. Манаса Вега, Крода Вега, Джива Вега, Ударапаста Вега. Таким образом, преодолеть позывы ума, речи, ментали и так далее. И тогда, по крайней мере, практикующий преданный сможет обрести квалификацию для практики сознания Кришны. Итак, движемся дальше к следующему параграфу. Srila Prabhupada now addresses the first of these Vegas, urges. Vega basically means an urge, a drive. Первом позыве, который нужно взять под контроль, сила, которая подталкивает вас к совершению всех остальных или по отдельности. Итак, первое вега — это речь. Yes, that Vachavegam. We have to control the urge to speak. Vachavegam. So how are we going to do that? Нам необходимо научиться контролировать свою речь. Каким же образом? Что делать? Okay, Prabhupada explains very clearly. Итак, Прабхупада объясняет очень четко. В следующем параграфе. Basically, there's one paragraph devoted to this particular целый параграф посвящен problem of этой проблеме в частности. The urge to just speak and speak about побуждение говорить so, of course, it's о чем бы talking то ни about the было. tendency to talk nonsense. And in the purport, in that paragraph, в частности, к склонности говорить какую-то глупость. В этом параграфе Шрила Прабхупада приводит пример, который он приводил несколько раз. Это пример лягушки. Здесь жабы или лягушки, говорит в других местах. Так. Лягушка квакает. Well, here in our temple in Chatsworth in Durban, those of you who are online, те, кто находится сейчас на связи с нами посредством Фейсбука, вы знаете, да? Знаете, что наш храм окружен водой, у нас есть ров с водой, и знаете, что лягушки приходят. И как они квакают громко, это очень удивительно, насколько громко квакают. Да, сейчас карантин в Южной Африке. И похоже, что и лягушки тоже сидят на карантине. Да. Потому что я не слышу ни единого звука, ни одного квака я не слышу. Прабхупада объясняет это таким образом. Лягушкам очень нравится, они очень любят квакать. И Прабхупада иногда говорит, что лягушкам нравится даже слышать собственный голос, кваканье, собственное кваканье. И лягушка думает, как красиво я пою. Конечно же, это вообще не красивое пение, по крайней мере, по нашим человеческим стандартам. Это даже уродливое звучание, а не красивое пение. Но при этом сама лягушка думает, что я вообще серенады пою. Что же происходит? А вот что. Лягушка
обозначает свое местоположение, и змее легко понять, где находится ее природное, естественное пропитание, лягушка. И поэтому змея начинает движение на звук. Все виды животных, все всегда ищут пропитание, еду. Но для змеи лягушка является пропитанием змеи. И поэтому лягушка помогает змее понять, где она находится. Другими словами, говорит, вот она я. Сюда, пожалуйста, приходите, кушайте меня, я готова. Таким образом, змея понимает, куда непосредственно идти за едой. Другими словами, Шрила Прабхупада говорит, лягушка приглашает смерть. На самом деле приглашает смерть. Вот она я. Пожалуйста, ползи ко мне и забирай меня. И очевидно, что это вовсе совсем не то, что нам нужно. Именно по этой причине карантин объявлен везде и повсеместно, потому что люди не хотят умереть. Поэтому предпринимаются такие чрезвычайные меры для того, чтобы не умереть. Чтобы не попасть в число тех людей, которые находятся на больничных койках. И мы не хотим быть в числе тех людей, которые ходят по улице даже без масок, беспечно. Поэтому мы и хотим быть этими лягушками, которые кричат, вот они мы. Да, ешьте нас. Да, это вовсе не разумно. И еще один момент, который Шрила Прабхупада упоминает в другом месте, этот момент соотносится с темой. Лягушка квакает, квакает и квакает. Обычные люди, они говорят. И они используют свое дыхание при этом. И иногда говорится, что в нашей жизни уже есть определенное количество вдохов и выдохов. Поэтому необходимо использовать свои вдохи и выдохи конструктивным образом, насколько это возможно. Другими словами, необходимо использовать свои вдохи и выдохи для того, чтобы повторять Харе Кришна, а не использовать их для бесполезных бесед. Люди, такие как йоги, имперсоналисты, они тоже понимают этот момент относительно использования определенного количества вдохов и выдохов, и что нужно пользоваться этим с максимальным практическим применением. Поэтому они замедляют свое дыхание, они используют специальный процесс, применяют специальный процесс для замедления своего дыхания, потому что смысл в том, что они хотят жить дольше. Так или иначе, мы говорим о речи. И эти имперсоналисты, они понимают, что нет смысла использовать свою речь для каких-то деревенских разговоров. Поэтому некоторые из них принимают у себя мауна-врату. Мауна-врата — это обет молчания. Они перестают говорить вообще. Но Шрила Прабхупада был достаточно удивлен этим, его это позабавило даже в Америке, когда он проповедовал и встретил более-менее достаточно успешного проповедника йога в Америке, который следовал мауна-врате. И Прабхупада
попросил кого-то, чтобы кто-то разыскал его и проверил, чем он там занимается. И преданный пошел на встречу к нему, на его программу. Люди задавали вопросы ему. И кто-то задал вопрос ему. И что же сделал этот йог? Этот йог следовал обету молчания, поэтому он ничего не ответил, он записал ответ. И затем его слуга зачитал этот ответ. И когда Прабхупада услышал об этом, Шрила Прабхупада рассмеялся, потому что для того, чтобы записать что-то, ведь занимает гораздо больше времени, чем просто ответить. В разы дольше занимает по времени, чем просто ответить. Поэтому этот случай Шрила Прабхупаду позабавил. Этот йог, следовавший обету молчания на протяжении определенного времени. И этот определенный период времени должен был заканчиваться еще в течение года примерно должен был следовать. И затем йог, естественно, письменно объявил, что он заговорит по завершении периода времени. Итак, вот что случилось. Он находился в Америке, и Прабхупада тоже был в Америке. Регулярно Прабхупада приезжал в Америку, проводил там время. И прямо за несколько недель до того момента, когда должен был бы наступить конец его обета, его враты, он умер, и Прабхупада подумал, что это как раз подходит под определение поэтической справедливости. Кришна наблюдал за всем, Кришна знал. Да, Кришна понимал, что этот йог сейчас должен будет более активно начать проповедовать по совершении своей враты. И поэтому Кришна просто забрал его неизвестно куда. Конечно, если вы собираетесь тратить свою речь на то, чтобы говорить глупости, то, конечно же, в вашем случае лучше все-таки, наверное, молчать. В этом смысле молчать благоразумная идея. Шрила Прабхупада говорит, что для преданного следования Махаврате вы можете догадаться, наверняка, говорить только о Кришне. Это значит воспевать Харе Кришна и никогда не говорить ни о чем другом. Был один преданный в Америке, к сожалению, он уже покинул этот мир. Это ученик Шрила Прабхупады, Шри Рам Прабху, его звали. У него на нем была ответственность, он был менеджером в храме в Нью-Йорке. И преданные приходили, спрашивали его о разных вещах, что нам делать с этим и как вообще нам подступиться к этому. Спрашивали различные советы, поскольку он был частью руководства, и ему часто задавали вопросы относительно поведения руководства, относительно поведения того или иного преданного, жалобы поступали. И у него стояла на столе табличка с его именем. Шри Рамдас было на ней написано. Сзади этой таблички у него было написано: «Расскажи мне что-то о Кришне». И в тот момент, когда кто-то приходил, как это регулярно случалось, и начинал жаловаться на кого-то, то Шри Рам Прабху переворачивал табличку, на которой было написано «Расскажи мне о Кришне». И Прабхупада говорит, это настоящая врата.
молчание в материальном смысле. Если ты говоришь только о Кришне, то с материальной точки зрения ты безмолвен. Итак, следующие позывы ума. Продолжаем говорить о позывах ума. Как я сказал, если у вас есть вопросы, то в небольшом поле комментариев вы можете писать стих. Вы писали красивые слова о том, как вы счастливы воспевать святые имена вместе. Если у вас появился вопрос, вы можете также озвучить свой вопрос здесь в комментариях прямо мне. Дэви займется сбором вопросов на Facebook Live, а Кирти Кумари Радхи занимается сбором вопросов здесь в Инстаграме. И очевидно, что мы не успеваем завершить обсуждение стиха номер 1, но должны будем завершить обсуждение завтра вечером. И, по крайней мере, попробуем уложиться хотя бы в удобоваримое время, чтобы осталось еще время на то, чтобы начать отвечать на вопросы. Итак, как вы знаете, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что нужно взять ум под контроль, куда бы ум не пытался ускользнуть от вас. Бхагавад-гита 6.26. Здесь есть еще один текст. Это текст из Шримад Бхагаватам. К сожалению, я не записал номер этого стиха. Ничего страшного. Бхагаватам утверждает, это как ретивая лошадь, что даже человеку, который пытается взять под контроль свое дыхание, ему это не под силу. Можно сравнить это с ретивой лошадью, но даже тому человеку, кто умеет регулировать свои чувства и взять под контроль свое дыхание, тот, кто пытается взять под контроль бесконтрольный ум и предается стопам духовного учителя, преодолевая различные трудности. Подобное пассажирам в лодке, у которых нет лодочника. Соответственно, они находятся в океане без помощника. О каком процессе идет речь, при помощи которого мы можем контролировать свой ум, и при каких условиях ум будет заставлять вас делать то, чего вы не хотите. И если ум начинает кричать и становится слишком разговорчивым, и уводит вас от процесса повторения имен. Иногда, как мы уже говорили ранее, вчера мы говорили, что у ума есть собственный ум. Прабхупада рассказал историю, известную историю, вы знаете эту историю. Джин в бутылке. Жил-был джин в бутылке. Министр царя приносит эту бутылку царю. Может быть, они потерли бутылку, и в результате чего джин вышел из бутылки. И джин говорит царю: займи меня чем-нибудь, иначе убью. И министр царя говорит: да, у нас очень много есть различных дел. Наведи уборку во дворце. И джин занимается уборкой, а министр и царь улыбаются, говорят друг другу, как минимум пару дней займет это у него, но он вернулся через 5 минут.
я убрался во всем дворце. Нет ни одной пылинки. Они посмотрели, это действительно было так. Каким образом ему это удалось? Это удивительно. И затем Джин говорит: займите меня еще чем-нибудь, и я убью вас. И министр и царь сказали: хорошо, хорошо. Наведи уборку во всем царстве. Наведи уборку во всем царстве. И отправился убираться во всем царстве. И министр и царь подумали, что они сумничали в этот раз. В этот раз месяц займет у него уборка во всем царстве, или даже непонятно, на протяжении какого времени он сможет провести уборку во всем царстве. Но это заняло у него 15 минут. За 15 минут он навел уборку во всем царстве. Да, и министр проверил, действительно, во всем царстве не было ничего грязного. И затем Джин продолжил: займите меня, или убью. Затем министр и царь сказали: Джин, выполни все желания всех граждан этого царства. И они подумали, что в этот раз они сумничали, что в этот раз он не сможет выполнить все желания всех граждан, всех подданных этого царства. Но он исполнил все желания всех и каждого. Вернувшись через 15 минут, и сказал: займите меня, или убью. И они поняли, что, похоже, идеи закончились, и это конец. И министр сказал: знаете, что говорила моя мама? Когда приходит время смерти, моя мама говорила: в момент смерти нужно повторять Hare Krishna. И Джин повторил Hare Krishna. Интересно. Министр вдохновился. И министр обучил Джина мантре. Смотри, есть продолжение. Он обучил его мантре. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама, Харе Харе. И Джин повторил всю мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама, Харе Харе. Теперь что? Что делать теперь? И министр сказал: повторяй, повторяй. Повторяй, повторяй до бесконечности. И Джин повторял и повторял, ожидая последующего уведомления. И знаете что? Джин стал прекрасным преданным. Харивол. При Магне вопрос от Джайрадики. Да, Джин стал замечательным преданным. Шрила Прабхупада рассказал эту историю. Это очень известная история, именно поэтому я рассказываю ее вам, и вы, вероятно, слышали ранее. Смысл в том, что Джин — это ум. Ум способен на многое. Он очень могущественный. Но если мы не занимаемся умом должным образом, он убьет нас. По крайней мере, с духовной точки зрения. Уничтожит нас. Если ум не занят должным образом, он продолжает жить своей жизнью и двигаться в своем направлении. И до того момента, как вы успеете понять, как это произошло, ваш ум скажет вам: зачем ты так много повторяешь Харе Кришна мантры? Может быть, на дискотеку сходишь и расслабишься немного? И зачем вообще ты так строго следуешь диете? Зачем ты вообще переживаешь по поводу всего остального, всех ограничений? Ум легко выходит из-под контроля. Смысл в том, что мы должны занимать наш ум, мы должны занимать наше умы в сознании Кришны. И как мы говорили ранее,
как говорится в стихе Бхагавад-гиты, Господь Кришна говорит, твой ум может быть твоим лучшим другом, либо твоим худшим врагом. Может быть и так, и так. В обоих случаях это крайность. Но если мы не можем занять, мы можем натренировать должным образом сознание Кришны и привить вкус к сознанию Кришны, то тогда ваш ум может стать вам очень хорошим другом, лучшим другом. И в какой-то момент вы можете обнаружить, что вы выполнили все служение, которое вы должны были выполнить. Но ваш ум может помочь вам, являясь вашим лучшим другом, и он может напомнить вам, прочитай книгу, выполни вот это еще практическое служение. Итак, хорошие новости таковы. То есть нам нужно, чтобы в наших умах находился Кришна. Шрила Прабхупада говорит в этом параграфе, комментарий, нам необходимо, чтобы в наших умах жил Кришна. Манмана. 18. 65. Всегда помни о Кришне. И хорошие новости в этой связи таковы. У нас есть столько всего хорошего. У нас есть Харе Кришна мантра, у нас есть джапа, у нас есть киртаны, баджаны и так далее. Но также у нас есть большое количество книг. И у нас есть объемные книги. Я не знаю, какое количество из вас прочитало Шримад Бхагаватам полностью, но, как иногда я говорю, если вы прочитали весь Шримад Бхагаватам, прочтите его еще раз. И если вы прочтете еще раз, то вы обнаружите, что как будто бы вы не читали раньше, потому что с каждым новым прочтением открываются новые особенности. И встречаются откровения. И когда мы слушаем лекции Шрилы Прабхупады, когда мы слушаем лекции преданных, в частности старших преданных, столько всего интересного, хорошего и полезного мы можем услышать и поразмышлять над этим и обсудить с другими. Обсуждать значит, как мы говорили с вами только что, недавно, говорить о Кришне. То есть обсуждать в разрезе понимания сознания Кришны, услышанного. Конечно, речь идет о действиях, о умственных действиях. Шрила Прабхупада приложил гигантские, титанические усилия, чтобы обеспечить нас этим материалом и дать нам возможность заниматься различными видами воспевания, чтения. На самом деле эти процессы являются неограниченными по своей сути. Итак, преданные относительно 2 век, речь и ум, мы поговорили. Завтра будет лекция в честь Господа Рамы, потому что завтра Рама Навами. Но послезавтра мы будем обсуждать позывы гениталий, желудка и так далее. Можете отправлять свои личные вопросы по имейлу, по WhatsApp, Кирти Кумари Радхи, Премани, Дэвид Даси. Если у вас есть их контакты, номера, адреса. So there you go. I hope you're finding it interesting. And please meditate on these things. Come up with some questions. And hopefully on Friday night, if not on Saturday night, then we'll just go into the questions in depth.
Если не в пятницу вечером, то в субботу вечером мы продолжим более глубоко обсуждать эти вопросы. Шрила Прабхупада ки джай. Dear Guru Maharaj, please don't forget to save the broadcasting. Oh, yeah. No, I saved the japa. I saved the japa already. Yeah. Okay. Yeah, will do. Yes, thank you very much. There you go. Hare Krishna. Hare Krishna.